Зазнался. Это интересное слово. Зазнался значит стать высокомерным, возомнить о себе, высказывая пренебрежение к другим. Видел я комментарии: ой, Веня зазнался, скатился, отписка, дизлайк. Зазнался ли я действительно? Давайте подумаем. Самый свежий конфликт на канале — это, наверное, то, что много кому не нравится кинематографический вид моих видео. Что, в принципе, нормально, потому что у всех разные вкусы, разные предпочтения, разные знания в этой области. И не поймите меня неправильно. Критика — это нормально. Но я не увидел абсолютно никакой критики. Все, что я увидел, это были грубые слова, оскорбления, всякие пакости и прочее. Прошу вас не забывать, что в конце дня это все-таки мой канал. И я это делаю, потому что мне это нравится, и я веду его как я хочу, потому что это мое хобби, это мое увлечение, я люблю это делать. Я это делаю не потому, что я хочу быть популярным или что-то еще. Я это делаю, потому что мне это нравится делать просто. Я экспериментирую, пробую разные вещи, потому что мне это нравится. Многие слишком много хотят от Ютуба в наше время. Прошу вас вспомнить то, что YouTube — это просто развлечение, а не реальная жизнь. И реальная жизнь — это все, что вне компьютера. Сейчас как-то все наоборот. Социальные сети — это реальная жизнь, а все, что вне социальных сетей — это какое-то дополнение. И мне кажется, это неправильно. Мой канал, и я уверен, много каналов, я знаю как факт, что много каналов были созданы в целях развлечения. То есть, и это действительно правда. Если мое видео сделало ваш день хотя бы немного лучше, или заставило вас улыбнуться хотя бы раз, или, дай бог, посмеяться, моя миссия здесь выполнена. Это все, что я хочу делать. А если тем более вы говорите, что я вас мотивирую, помогаю, вдохновляю, это просто перевыполнение моей миссии, я просто очень доволен, честно. Зазнаться значит стать высокомерным, возомнить о себе, пренебрегая другими. И это все, что я видел в комментариях, адресовывающих темноту моих видео. Если вы не можете принести ничего позитивного в наше интернет-сообщество, то, пожалуйста, воспользуйтесь этим временем, которое вы уделяете на вот то, что вы пишете пакости. Возьмите это время и просто идите погуляйте на улице, проведите время с семьей, с друзьями, или, простите меня, поработайте над достижением своих каких-то целей. Да? Интернет — это такое место, где очень легко кого-то опустить, но и также очень легко кого-то поднять. Поэтому давайте использовать наши с вами силы и наш с вами дар технологий во благо. Давайте помогать друг другу. Если вы хотите изменить мир, начинайте с себя. Давайте с вами будем лучшими версиями себя, лучшими людьми. Пакости может писать кто угодно. Но это все на самом деле идет назад к каким-то личным проблемам этого человека. Личным каким-то неуверенностям в себе. И все равно, что бы ни случилось, цель моих видео — это позитивное мышление, позитивный настрой. Потому что от этого так много зависит. Честно вам говорю, так много зависит в этой жизни. Поэтому давайте очищать наши жизни от негатива, от пакости, от всякого такого. И даже вот хейтерам я всем говорю, я искренне желаю вам самого наилучшего успеха в жизни. И поэтому я вам говорю, пожалуйста, я прошу вас, пожалуйста, воспользуйтесь своим временем с умом. Не тратьте его на всякие глупости. Спасибо большое за то, что дослушали. Вот это вот мой, я не знаю даже как это назвать. Наслаждайтесь этим влогом. У нас много происходит. Я вышел на работу, потому что я преподаю английский. И трудовые будни и прочее. В общем, смотрите. Надеюсь, вам будет интересно. И как я уже сказал, если я вас заставил улыбнуться хотя бы чуть-чуть, миссия выполнена. Наслаждайтесь этим видео. Интро запускается прямо сейчас. Я решил теперь в видео делать обратный отсчет до моего возвращения в Лос-Анджелес. И сегодня мы ударили в отметку 46 дней. Поэтому вот сижу я здесь на работе в лингвоцентре в городе Сургуте. Кстати говоря, если вы студент в лингвоцентре в Сургуте, напишите мне комментарий, мне интересно, сколько вас здесь. И приходите, конечно же, на мои курсы. Но сижу сейчас, делаю планы уроков и прочее. Сами занятия непосредственно начинаются уже на следующей неделе, в понедельник, 5 сентября. Ну вот, я вышел на неделю пораньше на работу, чтобы приготовить, расписать все курсы на вот следующий месяц. На весь месяц, что я буду работать. Вот, работаю я до 8 октября. И потом 15 октября, да? 15 октября я улетаю обратно в Лос-Анджелес. Все, да. Продолжать уже учебу. Из учителя я превращаюсь обратно в студента. Но как-то так. Рабочий день уже подходит к концу. Время 5:15, я работаю до 6. Поэтому сейчас мне буквально закончить парочку
корректировок вносить в некоторые планы. И все, мы идем домой. Уже работать непосредственно над моими проектами. Если вы смотрите сейчас это видео, значит моя книга «Английский like a boss» уже вышла, и это очень круто, моя первая книга, я так давно хотел, так мечтал. Ссылка в описании, поддержите меня и поднимите свой английский на уровень, почему бы нет. И ладно, я вообще-то у меня на работе, как бы, поэтому я не буду снимать влоги, да буду работать. Где? Доброе утро! Все, моя творческая депрессия прошла, теперь все цвета и яркость, все вернулось. Но сейчас время, я не знаю сколько точно, но я предполагаю без 29 где-то утра. И мы собираемся на работу. Сегодня у нас большая встреча коллектива после лета. Ну, все серьезно, белый верх, темный низ. Поэтому пойдемте со мной. Передайте. Давайте, вот сюда присаживайтесь. Кстати говоря, забыл спросить, что вы думаете об обновлении Инстаграма? Вам нравятся вот эти вот истории? Если, кстати, вы еще не подписаны на меня в Инстаграме, вот мой Инстаграм, и я иногда делаю истории, когда не забываю. Поэтому оставайтесь в курсе последних обновлений, которые у меня появляются в жизни. Но вот я на работе еще здесь. Через 20 минут мой рабочий день заканчивается, и я пойду, надо подстричься, уже пора, то ужас какой-то уже. И книга моя, ну, она уже вышла для вас, но моя книга выходит через 6 часов, поэтому я буду делать всю подготовительную работу, запускать сайт, выкладывать на YouTube видео, которое уже там есть, по поводу, анонсируя книгу, поэтому у меня нервишки как бы подшаливают. Вот, такие дела. И да. Суббота, 3 сентября, и в учительской пусто. Сейчас вам покажу, смотрите. А это кто? А это кто? А это я. Как красиво это все сделано. Тебе хоть чем-нибудь помочь? Пожалуйста. Пожалуйста. Доброе утро. У нас сегодня хороший солнечный день. Я уже на работу. Сегодня начало учебного года, первый учебный день в этом учреждении, в котором я преподаю. И поэтому сегодня весь вообще экшен начинается. Вот. Белый верх, темный низ. Все как надо. Поэтому пойдем. Ветер дул очень сильный, поэтому ничего не слышно, придется заново записывать. Но я тут сказал, что время обеда сейчас, у нас обеденный перерыв, и мы ждем еще 2 коллег. И идем обедать. А после обеда все у нас по старой системе. На работе в этот день я был до 8, потом я поехал вообще в тренажерный зал. В общем, занятые дни, и я тут смеюсь, говорю, что влоги очень у меня веселые, я тут на работе и прочее, ничего интересного не происходит. Вот, сейчас тут я вам покажу друга Аркадия, который работал тоже в лингвоцентре, преподавателем, но уехал покорять Москву, поэтому больше он с нами не работает. Вот он, Аркадий, поздоровался с нами. Вот, и в принципе я говорю о том, что Аркадий в Москву, я уезжаю обратно в Лос-Анджелес, и, в общем, мы всех, как говорится, кидаем. В общем, я решил закончить этот влог сейчас, потому что я решил, что если я не закончу его сейчас, я его не закончу никогда. Но это просто был такой период адаптации в новый учебный год, новый рабочий день. Вот, сегодня суббота, нет, сегодня пятница. Сегодня пятница, я вот собираюсь на работу, бейджик уже отдел. Что там покажу, что на мне надето. Но сегодня у нас свободная форма, сегодня нам ничего не надо, поэтому вот такой сегодня учитель у нас будет. Мистер Пак. Но, да. Увидимся с вами в следующем влоге. А также, если у вас есть какие-то предложения по поводу новых разговорных видео, да, разговорных, то оставляйте комментарии. Надеюсь, вам понравилось. Американцы, иностранцы слушают русскую музыку 8. И увидимся с вами в следующем видео. До свидания. А вы хотите научиться разговаривать по-английски, как я, и включать иностранцам русскую музыку, куда бы вы ни поехали? Тогда я предлагаю вам книгу-пособие, написанную мной. Английский like a boss. Английский like a boss. Выведи свой английский на новый уровень. Ссылка на приобретение книги в описании под этим видео.